Всем привет и ура! У меня новый выпуск YouTube. Простите за долгий перерыв, отдыхала. Все мы люди, всем нужен отдых, всем нужна перезагрузка. И теперь я с новыми силами, с новыми своими покупками иду в бой, а точнее рассказываю вам, показываю и делюсь ссылками. Начну, наверное, вот с этой симпатичной розовой коробочки. В этой коробочке мне пришла маленькая сумочка Messenger. Сейчас мы ее с вами откроем. Смотрите, как прекрасно упакована. При транспортировке коробочка не пострадала. Сверху на коробке даже есть наклейка модели сумочки. Внутри коробки мы видим саму сумочку в пыльнике. Плюс продавец положил сюда даже чек, оплаченный за эту сумочку. Сумочка в пыльнике. Продавца она, по-моему, представлена еще в коричневом цвете. Она очень мягкая, ребята, девчата и все, кто меня смотрит. Кстати, кто меня смотрит без подписки, пожалуйста, подпишитесь. Мне будет приятно, и это позволит моему каналу развиваться, а мне для вас снимать новые видео. Приступим дальше к сумочке, к обзору. Заклеен вот этот вот логотип отличнейшего качества защитной пленкой. Сумочка из натуральной кожи. Кожа вот просто настолько мягкая, как пяточки младенца. Хорошая фурнитура. На язычке фурнитуры тоже есть бренд. Фурнитура такая очень золотая, очень желтая, насыщенного желтого цвета. Внутри продавец здесь положил два ремешочка. Сейчас мы посмотрим еще, как выполнен подклад у этой сумочки. В целом подкладка неплохая, ничего не торчит, аккуратно все прошито. В сумочке одно отделение, маленький кармашек для карточек. Фурнитура мягкая, сумочка хорошо и быстро закрывается. В комплекте к этой сумочке есть один ремешок, маленький, на запястье. На самом деле, а-ля барсетка, вот для меня такой вариант самый удобный. Девочкам, кто ездит на машине, вообще идеально. Сюда положила все необходимые вещи, на руку повесила и пошла. И в конце концов, эту сумочку можно потом класть в большую вашу сумку, не перекладывая нужные и необходимые документы. У меня раньше такая была, другой модели, другого бренда, мне очень было удобно. И второй ремешок этой сумки, он длинный, тоже вся фурнитура золотая. То есть с этим ремешком, ой, бабах, с этим ремешком сумка превращается в обычную сумку кроссбоди. Такая хорошая длина у этого ремешка. И очень мне, девочки и мальчики, нравится качество. Ну, прям огонь, пятерка. Я считаю, это хороший знак начать нашу распаковку с такой прекрасной вещи. Все ссылки на вещи, которые я вам буду сегодня показывать, будут в описании к этому видео, поэтому подпишитесь, не забудьте. И заходите в мой телеграм-канал, там я буду рассказывать, как заказывать эти товары по скрытым ссылкам на AliExpress. Вторая вещь на сегодня – футболка. Упакована в бумагу. Пакет не брендированный, но зато на футболке нанесены все необходимые логотипы и висят картонные бирочки. Футболка у меня в размере М-ка. Очень она такая довольно объемная. Это скорее даже... Ой, нет, ошиблась. У меня размер L. На бирке продавца написано, что это 100% хлопок. Я думаю, что все-таки здесь есть небольшое содержание полиэстера, потому что вот, ну, на ощупь мне так кажется. Но я не претендую на 100% правду моего мнения. Это мои ощущения. Края футболки на рукавах обработаны тянущимся трикотажем и контрастным, и вот горловина тоже обработана. Все хорошо прошито, нитки не торчат, постороннего запаха у этой футболки не наблюдается. Конечно, я должна ее примерить, и сейчас вы смотрите, как сидит размер L на моем росте 169, объем груди у меня 98, тоже свободно, комфортно. Главное, наверное, эту футболку не стирать при высокой температуре, потому что, мне кажется, она может сесть.
Вот такая симпатичная футболка с лого. Забыла сказать, лого, оно не нарисованное, а как аппликация, такая мягкая, замшевая. Футболки с такими аппликациями я уже покупала на AliExpress. Они прекрасно держатся даже при машинной стирке. Далее, что такое? Давайте немножко сменим сумки, футболки на обувь и посмотрим вот эти яркие босоножки. Босоножки пришли без коробки, они пришли в вакуумных пластиковых пакетах, знаете, такие AliExpress. Удобные на самом деле. Я практически всю обувь храню в таких пакетах, потому что видно, что хранится. Какая пара где находится. Но пакеты были брендированы. Конечно, я больше предпочитаю, чтобы для обуви были хлопковые, ну, либо тканевые пыльники. По материалу эти босоножки сделаны из искусственной кожи, но они очень мягкие, очень приятные. Вот здесь вот все края проклеены хорошо. Каблучок тоже ровненько обтянут. Каблучок невысокий, где-то около 3 сантиметров. По колодке эти босоножки, даже не босоножки, эти шлепки, они узкие, то есть подойдут девочки на узкую ногу, ну или такую узко-нормальную, узко-среднюю, среднеузкую. Бренд здесь нанесен на подошве. Размер я себе брала 40-й, у меня стопа 25 сантиметров. В целом размер нормальный, впритык. Может быть, стоило взять 41-й, но не уверена, что они у меня бы не сваливались с ноги. Колодка удобная, каблучок комфортный. Вообще они очень яркие и, конечно, можно их приобрести как акцентную вещь для вашего гардероба. У продавца эти шлепки есть в различных цветах, огромная палитра. Всю палитру и ссылки на эти босоножки я оставлю и в описании, и в Телеграме. А палитра, конечно, будет только в моем канале Телеграм. Ссылка есть в описании. Так, лайки. Да, все поставили, молодцы. Поэтому продолжаем дальше. И здесь у меня джинсовые шорты. Та-дам! Вот такие шорты. Шорты с завышенной талией, красивая высокая посадка. Шорты пришли со всеми бирками. Сзади есть пришита вот такая кожанка. Она из искусственной кожи с нанесением логотипа бренда. Есть также картонное лого. Хорошо внутри прошиты эти шорты. Фурнитура не брендированная, пуговичка. Не могу сказать на 100%, но мне кажется, что у брендовых вещей вся фурнитура тоже имеет нанесение логотипа. Но мы имеем вещи с AliExpress, поэтому они, конечно же, отличаются от настоящих вещей. Продавцы их шьют близко похожими к оригинальным вещам. Есть по бокам кармашки, здесь маленький кармашек, джинсовая ткань не очень плотная. Себе я заказала размер L, объем бедер у меня 98. Талии 72, сидят отлично, можно носить с ремнем или без. Очень такая посадка удлиняет ноги и в моем случае даже немного делает мои бедра пошире, хотя это всегда у меня проблема, потому что мои бедра не такие широкие, как мне хотелось бы. Хорошая, аккуратная вышивка здесь, ничего нигде не торчит и все прекрасно сделано. Давайте посмотрим вот этот вот подарочный пакет. Да, посылка пришла именно так, был пакет. И внутри вот такая большая коробка. Что же там в коробке? Какие есть варианты? Ну, давайте не буду терзать вас догадками. Там часы, наручные часы женские. Так, ой, как упаковано. В коробке тут даже книжка. Малышка, какие-то сертификаты. Вот, я не знаю, на досуге можно почитать. Томик Империо Армани. Коробка тоже прекрасная. Даже коробку заклеили защитной пленкой, чтобы она при транспортировке не поцарапалась. Вообще круто все. Сейчас самое главное. Ладно, коробочку я распакую уже потом. Вот, коробка прекрасна. Это уже
хорошо, а внутри лежат вот такие прекрасные часики. Повесили все необходимые бирочки, часики сплошняком упакованы в защитную пленку. Сейчас я ее сниму, чтобы мы смогли рассмотреть качество. Циферблат весь усыпан бриллиантами, ну не бриллианты, наверное, камни, стеклышки, блестящие стеклышки. Сзади, если вам видно, тоже нанесен логотип бренда Armani. Красивые, стильные часики, очень хорошая, удобная застежка. Ремешок у этих часиков можно подогнать под ваше запястье. То есть он приходит максимального объема, но здесь есть возможность убрать звенья браслета и подогнать браслет уже под свою руку, чтобы они у вас не болтались. Но в целом, смотрите, как шикарно они смотрятся. Кто любит серебро, вообще, девочки, огонь. Я люблю серебро. Ну, я, конечно, люблю белое золото. Ну, и серебро тоже пойдет. Вот, шикарно смотрятся часы. Ой, вот так вот. Я их кверх ногами надела. Ну, ничего. Я смотрю, что завод у меня с другой стороны, и неудобно заводить и менять время. Вот так смотрятся эти часики. Мне кажется, интересная вещь. И качество, вот просто от души вам рекомендую заказать сейчас, сразу после видео, потому что на такие вещи ссылки сгорают моментально, потому что хорошие часы в стиле известных брендов на AliExpress встречаются не так часто, как нам бы хотелось. И мы продолжаем с вами распаковку. Тут, по-моему, у меня трикотажный костюм, пакет не брендированный. Сейчас. Ой, нет, это не костюм, это такой сет, кардиган, а к нему под низ идет вот такая майка. На кардигане нанесен логотип, вышит, скажем так, вышивка, на мой взгляд, оставляет желать лучшего, не очень аккуратный. Спортсмен вообще весь размытый. Бирочка присутствует. Размер, какой же я взяла размер? У меня такой размер, по-моему, у этого костюма точно. Он единый. Этот костюм не очень большой. Цвет мне нравится. По качеству очень сильно тянется, но на ощупь трикотаж очень приятный. По поводу кардигана у меня вопросов особо нет. Но вот майка внизу, честно скажу, мне не очень нравится. Потому что вот здесь вот на бретельках, бретелька очень тоненькая, а вот этот шов, он какой-то большой, крупный, грубый, он будет сильно выделяться. Другой вопрос, что этот шов у вас находится на спине, и если вы не будете снимать кардиган, то в принципе кроме вас о нем никто не будет знать. Но если вдруг вы забудете и снимете кардиган, то вот таким образом он смотрится сзади на спине. На меня этот сет сел впритык, мой объем в груди 98, рост 169. И минус, конечно, этого набора в том, что размер единый. Ну почему вот так вот китайцы делают неплохие вещи, но в одном размере, причем в размере для каких-то молоденьких, примолоденьких, малюсеньких девчонок. Вот, мы уже с вами взрослые, красивые, с формами, поэтому нам надо размер S, M, L и еще лучше бы XL, чтобы жилось нам спокойно. Вот. И в этом хлопковом пыльнике у меня для вас маленькая сумочка. К сожалению, сумочка немножко при транспортировке потеряла свой внешний вид. Ну, как не совсем она его потеряла, она немножко помятая, но я думаю, она у меня отвисится, я ее чем-то набью, и она примет обратно свою нормальную форму. Все лишь потому, что сумочка пришла без коробки, как вот эта моя самая первая малышка-красотка. Сейчас сниму защитную пленку с ремешка. Сумка это из искусственной кожи. Сбоку висит лого, спереди мы тоже видим лого. Что в этой сумке мне нравится, то, что она такая стильненькая, интересненькая. Сейчас посмотрю, что там внутри в ней. А, еще есть запасной ремень. Внутри хорошая подкладка, она брендированная, с нанесением логотипа. Есть кармашек тоже с лого. Вся фурнитура тоже имеет нанесенный бренд.
И из того, что мне не очень нравится, это, наверное, ярко-ярко-желтый цвет фурнитуры. В оригинальной сумке он более, ну, как такого мягкого, что ли, золотого цвета, и тем самым не так по-цыгански выглядит. Но по качеству сумка хорошая, поэтому кто хотел себе такой дизайн сумочки, можно спокойно заказывать. Может быть, даже золотая фурнитура немножко подсотрется и не будет такой яркой. Сейчас я прикреплю ремешок, чтобы можно было понять, какой он длины. Вот такая длина у этого ремешка. Сумочка довольно, получается, низко висит, но эту проблему можно решить, потому что здесь есть застежка, которая регулирует длину ремешка этой сумочки. Вот прекрасный вариант или не прекрасный вариант. Никому не навязываю покупки, только показываю, что есть на самом деле, а решение вы всегда принимаете сами. Что вы носите, что вы покупаете, никого не слушайте, берите то, что вам нравится. Давайте, что ближе ко мне стоит, это лоферы. Лоферы также пришли в пластиковых вакуумных пакетах, без коробки. Каждый лофер в пакет брендированный. Лоферы из натуральной кожи. Суперски выполнены. Здесь вот есть такая застежка. Зачем-то она открывается, потом она закрывается. Лоферы очень мягкие, размер 40. Я себе взяла 40 на стопу 25 сантиметров, и они прям впритык. Вероятно, при носке, конечно, из-за того, что они кожаные, кожа мягкая, они немножко разносятся и будет комфортнее. Поэтому, девочки, учитывайте, что размерная сетка, она идет впритык, может быть, стоит заказать на полсантиметра побольше, чем длина вашей стопы. Вот таким образом они смотрятся на мне. Каблучок невысокий, подошва резиновая, иду удобно, мягко. Стелька такая довольно толстая и немножко амортизирующая, что ли. Не просто тоненькая кожаная, а с какой-то поролоновой небольшой вставкой. Поэтому ножка себя чувствует комфортно, удобно и мягко. И помимо этого они стильные. Вообще я еще хочу такие лоферы себе заказать в цвете деним. Они помимо того, что синего цвета, так они еще и выполнены из текстиля, с джинсовой ткани. Хочу, закажу чуть позже. Вот. Вторая пара обуви – это сандалии, шлепки Селин. Высокая подошва. Выполнены они из искусственной кожи. Сейчас второй распакую, чтобы вы могли на них посмотреть. Есть вот здесь вот железный логотип. В целом шлепки неплохие, на ноге сидят хорошо, потому что у них подошва а-ля такая Биркеншток, когда ваши пальчики не выезжают вперед. Но из минусов не очень аккуратно, сейчас я вам поближе покажу на камере, сделаны аппликации вот сверху. Боковые швы все проклеил продавец, а почему-то на аппликации не проклеил. И видно, что это искусственная кожа, и боюсь, что при носке она может немножко край махриться, будет не очень аккуратно. Но, с другой стороны, такую обувь мы покупаем на один сезон. Да, в этом сезоне она актуальна, мы поносили и выбросили. И на следующий сезон мы можем себе купить новую модель, так как на Алиэкспресс такие вещи не очень дорогие, скажу я вам. Поэтому можно покупать себе несколько пар обуви. И напоследок покажу вам джинсы. Их я показывала в телеграм-канале, ну, точнее, не эти джинсы я показывала, а показывала только фото продавца. Было очень много вопросов от девочек по этим джинсам, поэтому я решила себе тоже заказать, чтобы можно было на все вопросы авторитетно отвечать сознанием дела. Джинсы с высокой посадкой, точно так же, как и шорты. В целом они очень похожи. Сзади на джинсах тоже пришита кожанка с нанесением логотипа. Есть логотип внутри джинс, картоночка висит. Опять же, фурнитура не брендированная, петелька не пробитая. Придется ее самой разрезать. Замок не длинный,
при этом посадка очень высокая. Сейчас мне их, конечно же, нужно примерить. Джинсы очень широкие, хотя по длине они сидят на мне хорошо. В бедрах, по моим ощущениям, они мне немножко великоваты. Размер этих джинс я брала Эльку. Объем бедер у меня 98, и посмотрите, очень большой запас есть. Джинсовая ткань не очень плотная, поэтому совершенно спокойно их можно носить в летний сезон. Но что еще можно сказать про эти джинсы? Вот так вот они выглядят сзади. Неплохая вышивка, но здесь есть какие-то нитки. Мы их, конечно, все обрежем, и вышивка станет идеальной. Вот такие джинсы у меня для вас последние на сегодня в обзоре. Очень рада, что вы смотрели мою распаковку. Мне всегда так приятно показывать для вас новые вещи. Я вас всех обожаю. Пишите комментарии, будем общаться. Целую и пока-пока. До новой встречи.